Всем хай, всем привет! Я уже в Петербурге, и это мое первое видео после моего отпуска, в котором я хочу вам показать, как можно сделать такое дополнение, возможно, к подарку. Может быть, просто вы порадуете себя, потому что вы будете это делать, и вам понравится, вы приспособите это у себя где-то в доме, в интерьере. Но, в общем, это вот такая вот подставка в виде сердечка. Так как я сердечный человек, и я люблю дарить и любовь, и сердце, то вот это сердце, оно мне понравилось его и делать, и оно точно отождествляет меня. В общем, посмотрите, как оно выглядит. Оно сделано у меня из хлопкового шпагата 4 миллиметра, да? Если мы не понимаем, что такое шпагат, разницу, веревка крученая или шнур, то обязательно задайте этот вопрос под видео, либо я сделаю лучше отдельное даже видео и оставлю ссылку, потому что именно шпагат, чтобы распадался на волокна, да, чтобы получилась бахрома. Из шнура не получится бахромы, из крученой веревки получится, но тоже своя другая. Вот, сколько потребуется? Нам нужно будет с вами 16 отрезков по 1 метру. Если вы новичок, то отрезайте вот ровно столько, сколько я сказала. Если вы профи или мастер, или такой уже любитель средний, то вы, когда я объясню, как мы будем это плести, вы сможете сами отрегулировать как бы длину отрезков, потому что она у нас разная, видите, мы плетем как бы вот так вот насквозь, получается, тут у нас нету квадратных узлов, а тут еще есть, но начинается тут. В общем, тут такие нюансы различные, так как это все плетение, математика. Вот, но все. Хлопковый шпагат любого цвета, да, любого диаметра, 16 отрезков по 1 метру, ножницы и скотч какой-либо, у меня это малярный, вот, чтобы закреплять в начале. Ну и все, погнали. Я надеюсь, что у всех все получится, и вы будете довольны и рады. Я очень рада опять быть в Петербурге и снимать для вас мастер-классы. Мое сердечко. Когда мы нарезали с вами нити, то я сейчас вам хочу показать, как мы будем вообще строить наше сердечко. На первую вот эту вот дугу, такую сердца, мне понадобится 8 отрезков, которые мы с вами отрезали. И я выкладываю их, смотрите как. Я складываю их напополам, во-первых, и сначала я кладу вот 4 отрезка, сложенных пополам. Далее я к ним через сантиметр присоединяю еще по бокам отрезки. Ну, то есть, видите, что пойдет такой вот дугой. И еще потом через сантиметр еще ниже. Сейчас я буду фиксировать здесь скотчем, проделывать квадратные узлы и чуть-чуть так спускаться. То есть, как бы рисунок такой я выстроила нитями, но сейчас прикреплю скотчем, чтобы держалось. Теперь я думаю, что вы поняли, да, как мы будем выстраивать. Но для начала нам нужно оставить 4 наших нити, которые напополам, да, лежат. И сейчас нужно отступить и закрепить их. У меня это будет малярный скотч. Я закреплю на то расстояние, которое я хочу, чтобы была бахрома у меня. Это почти вот весь малярный вот скотч, вся его ширина. Вот, и для начала мы должны сделать с вами квадратные узлы. Кто умеет, тот молодец, кто не умеет, то учимся. Мы берем 4 нити, как бы первые, вот так вот, если идти с краю. И 2 у нас будут нити по центру, не принимать участие в работе, боковыми только плетем. Левая боковая и правая. Сначала левую боковую мы кладем вот такой вот дугой, далее правую мы кладем поверх всех нитей, ну и в том числе дуги. Крест такой образуется. И теперь через низ, вот в эту дугу, мы продеваем. Та, которая была в правой, она выходит в левую уже, а здесь наоборот. И вот наш первое дело готово. Сейчас нам нужно повторить все наоборот и закрыть наш квадратный узел. Мы берем опять так же, но уже теперь в правой руке нить, кладем ее дугой. В левой руке нить кладем опять крест, да, создается, и через низ, через 2 нити продеваем в дугу. Продеваем, и вот смотрите, у нас получается язычок и перемычка. Перемычка слева, значит узел левосторонний. Повторяем сейчас еще раз с вами на следующих 4 нитях. Дуга, потом дуга с левой стороны, в правой руке нить поверх, через низ 2 нити, и они вышли в противоположных сторонах. Вышли. Теперь повторяем зеркально, да, получается дуга справа, потом нить, которая слева, поверх, и через низ в дугу вышли. Вот у нас получилось с вами
2 квадратных узла. Сейчас мы можем отсоединить, и мы будем чуть-чуть поближе это все делать и присоединять еще другие нити, да, потому что вот сейчас с боков начнется присоединение. Каким образом? Мы же с вами понимаем, что мы, когда будем потом округлять, да, отрезать нашу бахрому, сердечко должно быть вот, ну, как бы таким полукругом. Я сейчас, смотрите, чуть-чуть ниже опустила, вот, смотря на те мои отрезки, опускаю чуть ниже и вот так вот закрепляю. Вот, с одной и с другой стороны. Чуть-чуть пониже, чтобы нить у нас... И теперь что? Смотрите, мы должны, вот, получается, вплести как бы 2 эти нити вместе с основной частью. Я беру опять с краю 2 нити и отсюда. И опять делаю квадратный левосторонний узел. Всегда левосторонний, это чтобы перемычка всегда смотрела у нас в одну сторону. То есть я кладу дугу, потом кладу поверх правую нить, через низ в дугу. И тут я дохожу уже, ну, чуть ниже, получается, ряд, да, следующий. И повторяю еще раз. Справа дуга, слева поверх, через низ, вот сюда. Видим, у нас как бы сейчас будет идти второй ряд квадратных узлов. Далее мы проходим, соединяем первый наш и второй узел в первом ряду таким же квадратным узлом. Также дуга и в другую сторону. Так. И получается вот опять как бы закрепляем нашу новую нить с нашим уже таким полотном. Дуга, поверх, через низ. У нас такой вот второй ряд получился. Теперь дуга справа, нить поверх. Так. И теперь нам остается вот еще закрепить. То есть вот здесь можно опять зафиксировать нить чуть ниже, потому как она все равно будет спускаться, да. И получается с этой стороны также. Это будет 3-й ряд. И опять создаем нашу бахрому. Ой. И опять создаем наши квадратные узлы. Следите, чтобы они у вас были как бы одинаково натянуты и подтянуты, чтобы было все-таки как бы покрасивше смотрелось. Тут уже получается мы соединяем вот из второго ряда первый и второй узел, берем 2 нити от одного до второго, и из второго ряда второй и третий мы тоже соединяем. Так, и вот дополнительную нить мы тоже плетаем уже. Вот. И у нас получилось как бы вот эти вот кругляшки сердца верхние. Сейчас нам нужно повторить все то же самое, сделая второй этот наш кругляшок, а потом мы тут, получается, их соединим и уже будем плести все вниз. И у нас получится сердечко.
Вот я, получается, сплела уже второй полукруг. Сейчас давайте их немножко как бы соединим, потому что мы сейчас будем соединять вот эти вот наши центральные узелки. Так, тут что-то мне не нравится узел. Как мы соединяем, я возьму от первой, да, от первого полукруга 2 нити вот от этого узла и от второго. И здесь я сделаю квадратный наш узел. Надеюсь, что вы уже приловчились его делать, потому что мы их сделали уже много, что можно научиться. Точно, с закрытыми глазами. Вот мы соединили. Сейчас это у нас, смотрите, раз, два, три, 4-й ряд. Мы сейчас 4-й ряд провяжем полностью, ну, то есть в одну и во вторую сторону. Тут уже будет полегче, так как узлы мы вязать уже умеем, и нам нужно будет здесь всего лишь спускаться вниз, да, чуть-чуть прекращая делать узлы по бокам, и у нас будет все сходиться в одну, то есть центральную, вот здесь вот она будет внизу, ну, как сердечко, я надеюсь, что вы представляете. Так, в одну сторону сделаем. И вот здесь вот важно, вот на этом нашем 4-м ряду, то, что сейчас сбоку не останутся вот эти вот 2 нити, они просто останутся и пойдут в следующий ряд, мы их никуда не деваем, ну, не вплетаем. Так, давайте теперь с другого. Сейчас у нас с вами будет 2, 3, 4, 5-й ряд, и он будет у нас с 8 узлами квадратными, он будет самый длинный у нас. Потом мы пойдем уже на снижение. Мы начинаем прям сбоку, вот плести, берем. Проделали 5-й ряд, где больше всего у нас узлов. Сейчас пойдем на убавление, как я уже говорила. Отстегиваем, убираем, точнее, 2 нити сбоку, с этого, например, и идем в это. И 2 нити здесь тоже будут убраны. Дальше мы опять, получается, здесь 2 нити оставляем и здесь 2 нити оставляем. И вот так вот идем вниз. Я уже включу, наверное, убыстряющее видео,
чтобы вы видели, как мы просто убираем нити 2 по бокам и доходим до центра. И уже видно, как у нас формируется наше сердечко. Ну что, у всех получилось? Все дошли до конца? Смотрите, какое прекрасное вообще очертание. И что остается? Давайте вот здесь вот. Вырезать правильные, да, очертания, чтобы было сердечко. Я буду идти по своим. И дальше я использую вот такую расческу, чтобы, вот, видите, распушить. Мы распушим. Но вот эти я, наверное, подрежу. Ну, не наверное, а точно. Я подрежу. Главное, чтобы они не стали коротковатыми. Ну вот что у меня получилось. Я оставила здесь довольно длинную такую бахрому. Вы можете сделать покороче, как вам захочется. И я надеюсь, что у вас получилось. Если были вопросы, пишите все под видео в комментариях. Также я надеюсь, что вы были довольны моим объяснением. Подпишитесь на мой канал, поставите колокольчик, и вам будут приходить уведомления о моих новых видео, потому что видео у меня выходят через день. Вот. Давайте, всем пока-пока, все молодцы.